Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 5 июля. Я напоминаю нашим уважаемым зрителям и слушателям, что в комментариях к этому ролику вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу в пятницу, 7 июля. Я сразу хочу извиниться, что не записываю ролики часто. На прошлой неделе, на этой неделе, получается, видите, только один промежуточный ролик делать. На прошлой неделе мы сделали с Сергеем Жирновым вторую часть по Пригожину и по мятежу Вагнера, а на этой неделе, видите, получился только один промежуточный ролик в среду. И теперь я смогу записать только в пятницу ответы на вопросы, ну и, конечно, наши стандартные, вернее, стабильно выходящие, слава богу, выпуски с Сергеем Жирновым с итогами недели выйдет, я надеюсь, в воскресенье. Э, Думаю, что в ближайшее время получится у нас исправить ситуацию и будет немножко побольше времени. И я надеюсь, что в следующей неделе мы будем делать промежуточные ролики более часто. Я знаю, что вы их ждете. Я читаю комментарии, все прекрасно знаю. Всем огромное спасибо, кто нас поддерживает лайками, кто пишет комментарии. Всем огромное спасибо. Итак, перейдем к событиям. Давайте, есть несколько таких важных довольно событий, которые произошли, которые действительно необходимо обговорить. Во-первых, возможность, скажем так, умышленной техногенной катастрофы на Запорожской атомной станции. Я неоднократно вам говорил, что больше внимания стоило бы обращать как раз на Курскую станцию, где Курскую АЭС, где Путин собирался устроить техногенную катастрофу. Умышленно, конечно же, но благодаря тому, что мы обнародовали эту информацию, благодаря тому, что вы, наши уважаемые зрители и слушатели, распространили эту информацию очень быстро и очень эффективно, нам удалось заблокировать некоторые планы. Я не уверен, что мы их заблокировали насовсем, но на какое-то время мы их точно остановили. Что касается Запорожской атомной станции, здесь такое двоякое у меня чувство по по этому поводу. Даже не чувство, а скорее выводы. Ну, во-первых, действительно заминирована Запорожская АЭС, и действительно есть планы по подрыву станции, но планы не запущены к реализации. Я хочу, чтобы вы понимали, что после того, как произошла полная подготовка, планы может дать как сам президент России Владимир Путин, э, и тогда катастрофа произойдет буквально через час или через полтора, возможно, и быстрее, чем через час, после того, как он отдаст распоряжение. Ну, либо кто-то из людей, которые имеют непосредственное отношение к подготовке этого теракта, и которые имеют отношение, которые имеют возможность отдать такое распоряжение. Мы видели, что такая инициатива, которая исходила от одного из генералов, находящихся непосредственно на фронте, привела к подрыву Каховской ГЭС. Мы понимаем, что это может произойти и с Запорожской АЭС. Но, еще раз повторяю, я бы не торопился с объявлением, что это произойдет завтра, послезавтра, сегодня. Еще раз повторяю, если это распоряжение отдаст президент России Владимир Путин, то все произойдет не завтра, послезавтра, а через час, возможно, даже быстрее. И если если такое распоряжение отдаст один из тех людей, которые находятся в непосредственной цепочке и имеет возможность передать даже от имени президента такое распоряжение, опять-таки, все произойдет очень быстро. То, что такой вариант подготовлен уже довольно давно, и то, что он есть, в этом нет никаких сомнений. То, что этот вариант будет реализован, вполне возможно, вполне возможно. Я бы не сбрасывал это совсем со счетов, хотя вероятность, скажем так, больше 50%. Я бы не говорил там, как говорят некоторые блогеры, что-то там то ли 95, то ли 99%, что это произойдет.
На сегодняшний день абсолютно непонятно, стукнет ли, извиняюсь, моча в голову Путина или не стукнет. Мы же об этом говорили многократно, что решение президент России принимает именно так. Что-то у него там повернулось, как я это описываю, я это процесс, извините, описываю, стукнула моча в голову президенту. Ну вот стукнет ему моча в голову, он решит, и все произойдет через час. Насчет того, что постоянно обменивается и украинская, и российская сторона какими-то заявлениями о том, что вот-вот что-то произойдет с Запорожской АЭС. И очень многие волнуются и в России, и в Украине. На сегодняшний день ситуация обстоит именно так. Я надеюсь, что мы этот вопрос обсудили, и если они сняли полностью обеспокоенность наших уважаемых зрителей и слушателей, то, по крайней мере, объяснили, как происходит процесс, и когда происходят какие-то анонсы за сутки, за двое или за трое, ну, это скорее это, ну, давайте это назовем не домыслами, а возможным планированием каких-то действий, да, ну, когда какой-то из сторон становится известным возможности планирования каких-то действий, либо российская сторона при желании заблокировать, скажем так, некоторые моменты украинского контрнаступления, постоянно кричит «Волки, волки, сейчас взорвется, сейчас украинцы ударят ракетами там неизвестными природе по Запорожской АЭС». Или украинцы, когда говорят, что вот смотрите, сейчас произойдет нечто невероятное, то есть взорвется Запорожская АЭС, взорвут российские силы. Ну, оговорился. Не нечто невероятное, а нечто вполне вероятное. Давайте так. То, конечно, украинская сторона, предполагая, что при результативном контрнаступлении в запорожском направлении в сторону Крыма, скорее всего, еще раз повторяю, так предполагает украинская сторона, что российское руководство решит попытается, по крайней мере, решить эту проблему с помощью теракта на Запорожской АЭС. Так, теперь перейдем к следующей теме. Следующая тема у нас проявился Дмитрий Медведев, который опять бряцает ядерным оружием и сегодня вообще выдвинул такой интересный ультиматум. Дескать, либо заключаем мир с Украиной, мирный договор, ну, естественно, на условиях Дмитрия Анатольевича, либо, значит, ядерный удар по территории Украины, и тогда непонятно, честно говоря, там Дмитрий Анатольевич после выхода из алкогольной комы не уточнял многие вещи, поэтому разбираться в этих бреднях, алкоголических бреднях мы не будем. Но вот российское руководство с помощью Медведева выдвинуло такой довольно смешной ультиматум. Мы уже знаем, к чему приводят ультиматумы российской стороны, российского руководства, и прекрасно видим, что подобные ультиматумы приводят к тому, что все происходит диаметрально наоборот. Не выполняются ни в коем случае никакие условия. Более того, предварительные условия с противоположной стороны очень сильно усугубляются. Посмотрим, как произойдет в этот раз. Я думаю, что на Медведева сейчас уже никто всерьез внимания не обращает. Все прекрасно понимают, что это за человек и что он из себя представляет, что из себя представляет его мнение. Так, теперь перейдем к еще одной теме. Вчера в Чечне были избиты журналист «Новой газеты» и женщина, довольно известная журналист, она интересные статьи пишет, и адвокат, если я не ошибаюсь, Заремы Мусаевой, и журналистка, извините меня, журналист, вылетела из головы ее фамилия, сейчас вспомню. Вчера были жестоко избиты в Чечне. Понятно, кто это сделал. Конечно, это сделали сподвижники Рамзана Кадырова. Нет никаких сомнений. Не просто нет никаких сомнений. Есть уверенность на 110%, как говорит один мой товарищ, что это именно так. Елена Милашина и Александр Немов. Вы извините, что запамятовал фамилии. Я не очень часто до последнего момента... Я читал статьи Милашиной, но, честно говоря, никогда не задумывался над автором этих статей, хотя статьи более чем интересны.
Адвокат, они ехали, значит, соответственно, в Грозный, прибыли в Грозный, извините, с желанием присутствовать на приговоре Зареме Мусаевой. И только выехав буквально 300 метров из аэропорта в Грозном, их машину остановили и, значит, избили. Я думаю, что вы все прекрасно видели и знаете, что произошло, видели фотографии. Это, конечно, кошмар. О чем это говорит? Это говорит о том, что президент России Владимир Путин абсолютно не контролирует ситуацию на всей территории России. Это говорит о том, что Чечня не является территорией Российской Федерации. Закон Российской Федерации не действует на территории Чечни, а законы Чечни, придуманные Рамзаном Кадыровым и его сподвижниками, действуют практически на всей территории Российской Федерации, где Рамзан Кадыров и его сподвижники это пожелают. Ну, возможно, есть некоторые неприкасаемые в системе, но плевать хотели глубоко на мнение системы и Кадырова, и его сподвижники. Это я говорю о том, что, когда я говорю о том, что Чечня должна получить, наконец, свободу, и Россия должна получить свободу от Чечни, я говорю именно об этом. Я говорю о том, что пора отделить этот прекрасный регион, которому были уплачены огромные деньги за ту войну, которая была, за те две войны, вернее, которые были, и за тот ущерб, который был им нанесен. Я думаю, что пора уже все, счеты сведены, пора отпускать. Пора отпускать на вольные хлеба. Я думаю, что это будет правильно, иначе все обернется катастрофой. Так, ну, мы уже практически 12 минут в эфире. Я думаю, что основные большие темы мы обсудили. Я еще раз извиняюсь, что я не успеваю проводить промежуточные выпуски. Тем не менее, в пятницу ответы на вопросы. Все накопившиеся у вас вопросы и пожелания, конечно, оставляйте в описании к этому ролику, в комментариях. Извините, не в описании, а в комментариях. Очень устал, и иногда бывают вот такие ошибки. Действительно, в комментариях вопросы, и отвечу я уже в пятницу 7 числа. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное, мы работаем для вас. Я уверен, что вы об этом прекрасно знаете. Ваш лайк, добрые слова в комментариях и продвижение в соцсетях, конечно, помогут нам с распространением наших материалов. Там уже, по-моему, около 200 тысяч у нас подписчиков в YouTube. Всем огромное спасибо, кто подписался и кто нас поддерживает. Если есть возможность поддержать нас материально, есть наши криптовалютные кошельки, нам сейчас действительно необходима ваша помощь. Я думаю, вы об этом знаете и уверен, что те, кто из вас могут, конечно, помогут. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.